Далее вопрос от Леонида, который поддержали еще 57 пользователей. Вопрос следующий. По данным опроса, проведенного изданием Military Times, почти половина, 46%, американских военных полагает, что США в скором времени будут втянуты в серьезные военные действия. Это свидетельство того, что американских военных психологически подготавливают к ведению крупномасштабных военных действий. Это демонстрирует настрой американских элит на то, что их военные будут зачищать территорию России после совершения госпереворота. Или же США смотрят в сторону Китая. Там, насколько известно, тоже полным ходом идет дестабилизация внутренней обстановки. Или за распиаренными противостояниями США-Китай, США-Россия мы не видим какой-то другой вектор удара, например, Иран или Латинская Америка? А чё ж так далеко? Гораздо ближе. Вот этот вопрос, он напрямую примыкает к тому, что говорил Путин. И вот, возвращаясь опять, несколько слов по толерантности. То есть, смотрите, как он делает. Путин, насыщая собственным поведением, он дает возможность западным политикам, которые хотят сохранить свою культурную идентичность, не меняя терминологически своих выступлений, проводить управление в интересах своих народов. То есть он выходит и говорит толерантность и прочее, то есть те самые мантры. Но разве не так действовал Путин, когда, не имея возможности под либералистическим натиском в начале 2000-х начинать возрождение страны? Он же это предлагает Западу. Эту же самую модель. То есть, ребят, вы думаете, вас задавили этой самой толерантностью? Да посмотрите, как я-то действовал. Те же слова, новое содержание, и вот он результат. Что касается вот этого опроса. Знаете, в данных ситуациях, как говорится, в воздухе пахло войной. Или в мире запахло порохом. Вот такие вот расхожие. Так вот, вот этот опрос, он как раз и снимает вот эти настроения. Он появляется. А откуда они взялись? И как? Вот что было сказано Путиным на Валдайском форуме. Он же там сказал, что планы нанесения удара по России есть. Но что он там дальше сказал? Мы же понимаем, что ядерный удар-то, он будет конечным. Но мы-то как мученики умрем и попадем в рай, а вы просто сдохнете, потому что даже раскаяться не успеете, потому что будет ответно-встречный удар. И зачем в поисках напряженности смотреть там на Китай и все прочее? Это их инструменты. Уничтожение планируется России. А России, еще раз повторю, есть только один шанс выжить. Это нанести ответно-встречные удары и не лечь под ядерными бомбами, как этого мечтает вся либералистическая элита. А что против России-то сейчас конкретно происходит? Сегодняшнее выступление, вчера вечером, сегодня уже получается, это ставшее достоянием гласности, посла России в Белоруссии. Любое нападение на Белоруссию Россия будет рассматривать как нападение на Россию. Я сколько уже об этом говорю, что в планах НАТО есть двумя ударами из Прибалтики и из Польши моментально оккупировать Белоруссию. Сначала об этом так или иначе стал говорить, когда припекло по полной программе, сам президент Александр Григорьевич Лукашенко, батька. Заговорил, заюлил. Начал уже говорить о том, что мы оружие раздадим всему населению. Пусть оккупант не надеется.
припекает по полной программе. Везде планы оккупации Белоруссии стоят в горячем режиме. Предупреждение от России получил. Не рыпайтесь. Получите по полной программе. Белоруссию не дадим оккупировать. Вот опять же вот ситуация с тем же Лукашенко, да? Сколько он дерьма на Россию вылил, сколько он гадости России принес. Но он же прекрасно понимает, что единственное, кто не причинит вред Беларуси, это Россия. И когда те, с кем он делает деньги на Западе, ведь не секрет, что теперь в Беларуси и ананасы, и финики, и киви растут. А уж какая семга водится в Белорусском море. И креветки-то какие. Все ж прекрасно это знают. Он же с Западом бизнес делал по поводу санкционных товаров в России. Нанося тем самым ущерб, кстати, и экономике России, и ее безопасности. А вот наступил момент истины, и выясняется, а никто, кроме России, за Белоруссию-то не встанет. Если уж сам батька не стоит за Белоруссию. Давно бы уже мог все эти вопросы решить, и никакой бы вообще угрозы оккупации не было. Мир стоит на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. И в данном случае военно-политическая катастрофа – это попытка развязать войну с Россией, уничтожить Россию. Не где-то в другом месте, везде там все локально. Только при ударе на Россию потребуется ядерный потенциал. Но Путин же ответил, что такой ответ будет принесен, и вы не успеете даже раскаяться. Но вот в этом-то американская страновая элита и глубоко сомневается, и имеет на это исторические основания. И не только исторические, а текущие политические основания. Почему она не верит в это? А потому что, смотрите, какая ситуация. Была до 1989 года непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, советская армия, Красная армия, которая одна могла закопать весь западный мир. Без проблемы закопать. И где она? В результате предательства со стороны президента Горбачева, но он же был не один. А где же герой Советского Союза маршал Охромеев? Почему он не встал против? Почему он выполнял все решения, который проводил в жизнь предатель Горбачев? Горбачев ему только скажет: партийный билет положишь. И маршал Охромеев пошел сдавать в очередной раз советскую армию. Чем ему отплатили? Его повесили в собственном кабинете. Так вот, американская страновая элита надеется, что как генеральский корпус предал и страну, и армию в 1989 году, так он предаст и сейчас. И не надо будет с Россией воевать. Можно только по России нанести будет безответный удар, потому что генералитет весь в ненависти к Путину и к России, в мечтах получить 30 кусков резаной бумаги на Западе в банке, сдохнут под ударами ядерных ракет американских. Американцы их щадить не будут. Они их уничтожат вместе со всеми. Это генералы там думают, что они чего-то там из себя представляют. Их никогда ни во что не ставили. Они всегда были марионетками. И сейчас американская страновая элита, планируя ядерное нападение на Россию, планирует, что ответного встречного удара не будет.
Об этом позаботятся предатели-генералы. Таковых, к сожалению, в Министерстве обороны более чем достаточно. Но где они? И где ядерная кнопка? И Путин предупредил. Не надейтесь на предателей. Они вам не помогут. Если вы решите сдохнуть, вы сдохнете. Да, в этой войне мы тоже не уцелеем. А зачем нам мир, если в нем не будет России? Это вот предателей генералов не волнует. Они готовы сдохнуть за резаную бумагу, за зеленую. А Путина волнует, будет или нет Россия. И если есть минимальный шанс сохранить Россию, он за него бьется. И он показывает. А что у нас происходит? Что же с нашей элитой-то происходит? Почему же американская страновая элита вот так вот просто осатанела, верит в то, что высший управленческий корпус предаст страну и сдохнет вместе с остальным народом, который эта элита предаст? А мы знаем. На прошлой неделе у нас взорвался корабль «Союз». А на этой неделе американцы временно сняли санкции с главы Роскосмоса Рогозина, чтобы он смог съездить в Соединенные Штаты. Вот оно как. А что там делать главе Роскосмоса? Ну что там делать? Без российской космической сферы американских космических программ не существует в принципе. Вообще не существует, не только в двигателях, вообще не существует. Там незачем ехать туда, главе Роскосмоса, кроме как демонстративно получить вознаграждение за хорошо сделанную работу. Смотрите, посыл всей россионской элите. Вот он, мальчиш-плохиш, выполнил свою задачу, прогнулся перед нами, великими американцами. И мы ему снимаем сейчас временно запрет на въезд в США, а там мы ему вручим столь вожделенные нолики на компьютере, циферки. А если захочет, мы ему и бумаги нарежем. И вы смотрите, если каждый на своем месте вот так же навредит России, вот так же где-то что-то взорвет, где-то что-то уничтожит, и будет участвовать в государственном перевороте и в развязывании гражданской войны, с вас со всех снимем санкции, и вы все сможете добраться до своих цифрок на счетах в американских банках и получить там резаную бумагу. Предавайте Россию. И Рогозин, высунув язык от умиления, что хозяин оценил его усилия, едет в Соединенные Штаты. Ему незачем там с технологической точки зрения ехать. Ему незачем ехать туда со статусной точки зрения. Это к нему все американские чиновники должны в очередь стоять и записываться. Примет он их или не примет. Это все космические американские программы, которые кто там ведет. НАСА. Все должны у него на прием записываться. Но раб не может вести себя как свободный человек. И потому он знает, что американцы без него ничего не значат. Но ему приятно, ему радостно ползти на брюхе к американцам. И потому американцы, планируя ракетно-ядерный удар по России, надеются на таких, как Рогозин, стоящих на управлении Россией. Еще одно событие, которое убеждает американцев в том, что будет все, как они задумали, это событие вокруг Мамаева и Кокорина. Мамаева и Кокорина раскручивали как лидеров Майдана, которые поведут фанатов на снос государства, на снос российской государственности. Мы забыли, что у Мамаева и Кокорина выверенная
политическая позиция. Мы забыли, как Мамаев и Кокорин сделали все, чтобы слить. И слили в результате этого игру российской сборной по футболу на чемпионате мира в 2016 году. И когда Россия вылетела с турнира, они устроили пышное празднество по этому поводу. Они впервые исполнили гимн в честь поражения России на чемпионате мира. Это потом уже в Пхенчхане олимпийцы пели под белую тряпку. А в 2016 году Мамаев и Кокорин это сделали. И вот сейчас схватка по поводу того, будет Мамаев и Кокорин привлечен к ответственности или не будет, вышла на самый-самый верх. Если Мамаева и Кокорина выпускают, Майдан и государственный переворот, успешность оставляем в стороне, неизбежен. Кровопролитие в России неизбежно. Поэтому все подпиндосники и устроили такую кампанию по отмыванию Мамаева и Кокорина в СМИ. Поэтому они устроили такое давление на все следственные органы. Все, кто сейчас занимается спасением Мамаева и Кокорина, являются, вот просто выявляются подпиндосники, которые напрямую завязаны на совершение государственного переворота и развязывание гражданской войны в России в интересах американской оккупации. Ну и здесь понятно, что американские военные не могут не чувствовать всех приготовлений. Они же участвуют в них. И, соответственно, этому они предполагают, что будут вовлечены в войну. Будут. Порохом запахло в мире. Война стоит на пороге. Но повторю, как Путин. Мы попадем в рай, а вы даже раскаяться не успеете. Просто сдохните.